Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у вас будет уникальная возможность проверить свои знания в самых разнообразных областях. Мы подготовили интересные и увлекательные вопросы. Готовы к вызову? Тогда давайте начнем и посмотрим, на что вы способны. Где появилась первая общественная железная дорога, по которой проследовал первый паровоз Locomotion? Великобритания, Индия, Гонконг, США. Железная дорога Стоктон-Дарлингтон была построена в северо-восточной Англии между городами Стоктон-на-Тисе и Дарлингтоном и имела длину 40 километров. Дорога изначально предназначалась для вывоза угля с местных угольных шахт в округе Дарлингтона к порту в Стоктоне, где он перегружался на морские корабли. Что такое реноме? Список дел. Репутация. Вступление к деловому письму. Краткое содержание произведения. Реноме – понятие, охватывающее довольно широкий спектр значений, но в основе своей заключает в себе репутацию. Речь идет не просто о хорошем или плохом имени, а о комплексном впечатлении, которое формируется в общественном сознании. Это может относиться как к отдельным лицам, так и компаниям, брендам. Территория Швейцарии делится на кантоны, области, штаты, графства. Административно-территориальной единицей Швейцарии, как федеративной республики, является кантон. Страна делится на 20 кантонов и 6 полукантонов. Каждый из них имеет свою конституцию и законы. Они самостоятельны в решении своих внутренних проблем. В ведении центрального правительства страны находятся лишь международные вопросы. Что получится, если умножить массу на скорость? Сила, импульс, энергия, ускорение. В основе формулы «масса умножить на скорость» лежит концепция импульса, который является векторной величиной, и величина которого определяется произведением массы объекта на его скорость. Импульс – это связь между движением и инерцией, и он позволяет нам понять, какие изменения произойдут с объектом при воздействии некоторой силы. Чем больше значение импульса, тем труднее изменить движение объекта. Где в организме человека находятся атлант и эпистрофей? В позвоночнике, в брюшной полости, в черепе, в грудной клетке. Атлант и эпистрофей – это первые два позвонка шейного отдела позвоночника, которые отличаются атипичным строением. У атланта отсутствует тело позвонка, а эпистрофей имеет зубовидный костный вырост. Благодаря строению этих позвонков человек может совершать разнообразные движения головой. Название какого растения переводится на русский язык как «зубы льва»? Одуванчик, Адонис бессмертный, белладонна, ромашка. Название одуванчик происходит от французского слова «dent de lion», что означает «зубы льва» из-за формы листьев, напоминающих зубы. Одуванчик был известен еще в древности и упоминался в мифологии и культуре разных народов. Например, в Греции одуванчик символизировал солнце и часто упоминался в мифах об Аполлоне.
Почему скаты не могут видеть, что они едят? У скатов рот находится с одной стороны, а глаза с другой. Скаты очень плохо видят. Скаты едят с закрытыми глазами. У скатов нет глаз. У ската есть анатомическая особенность, которая делает его уникальным среди других рыб. Его глаза и рот расположены в необычных местах. Глаза ската находятся на верхней стороне тела, а рот расположен на нижней или брюшной стороне. Скат определяет наличие пищи, ориентируясь на электрические сигналы. Какое животное было названо в честь американского актера Харрисона Форда? Птица, паук, рыба, скорпион. В 1993 году имя Форда получил паук, а в 2003 году новый вид муравьев, которые обитают во влажных субтропических джунглях. И это не просто так, ведь актер Харрисон Форд вносит активный вклад в развитие и охрану окружающей среды. Более того, знаменитый голливудский актер является заместителем председателя Международной природоохранной организации. Слепой дождь – это дождь, который идет вместе со снегом. При лучах яркого солнца или на фоне яркого синего неба. После грозы. Ночью. Слепым дождем метафорически принято называть быстро проходящий, моросящий или сильный дождь, который идет на фоне яркого голубого неба или лучей солнца. Радуга после него – привычное явление. Самое простое объяснение, почему его называют слепым. Дождь не видит, что светит солнце. Какие ножи чаще наносят человеку травмы? Острые. Тупые. Острый нож, безусловно, опасен, но еще опаснее нож тупой. Чтобы он резал, мы прикладываем больше усилий, надавливая на него. Нож может соскользнуть и травмировать нас. Поэтому нужно регулярно точить ножи и изучать дополнительно правильные методы резки.